дополнительных данных еще извлечь. Ну, еще лет 10 назад были случаи, когда подавали в суд на какие-то компании, ну, скажем, там отец девушки сначала начал ругаться, потом уже забил на эту историю. Когда реклама пришла для, ну, беременных, да, скажем, для девушки, отец ее возмутился, а потом оказалось, что компания предсказала по ее действиям, по ее покупкам, что для нее эта реклама подходит, и, ну, отцу было ругаться, собственно, не о чем. Сейчас даже были ситуации, когда вот эта вот таргетированная реклама, она как-то посылалась в формате более завуалированном, чтобы не было у людей чувство, что за ними следят. И от этого уже можно сформировать новые какие-то продукты, которых нет на маркетплейсе, но которые будут пользоваться еще большим спросом, потому что, ну, все тренды говорят о том, что вот это сейчас в моду идет, там, не знаю, или вот это вот очень хотят, или это очень полезно. Например, это очень полезно для вот этого сегмента, для этих мамочек, там, например, у кого-то, для кого-то, потому что, ну, вот, целое обоснование можно выстроить, если правильно настроить эту систему. Ну, естественно, это несколько разных там нейронных сеток, несколько разных просто, ну, скажем, интегрированная CRM-система какой-то, может быть, просто своя какая-то вот, ну, как софт, где ты кнопку нажал, она загрузила данные от конкурентов, показала, что делать дальше, например. Мне понравилась вот эта история, где дашборд, и он, допустим, не каждый день, а можно раз в 2-3 дня собирать нужные мне вот эти показатели и обновляет их. Отлично. Да, да. Да, соответственно, можно постоянно выгружать эти данные, анализировать и, ну, достаточно, ну, такие вещи делать, которые раньше никак не сделал бы ни в ручном режиме, и компьютер бы тоже не помог особо, потому что мощности не хватало. Сейчас всего хватает. Получается, твоя команда поможет мне вот это все выявить и настроить, или это другая компания? Да, мы ну, в этом профиле помогаем делать ну, такие вещи. Как правило, мы с крупными компаниями работаем, большие там чеки и так далее, но у нас задача не заработать, а помочь там продвинуть бизнес, и поэтому мы, ну, близко к себестоимости считаем, грубо говоря, там смотрим, что там, какие разработчики, куда и как это все делается. У меня сейчас мысль такая. Да. Я включил. Вот, например, у меня пишутся звонки. У меня АТС, как у многих, я думаю, да. Есть там менеджер, который делает холодные звонки. Я могу как-то запись подбежать даже в нейросеть, да, и понять, какие слова являются там, ну, такими хорошими, побуждающими к успешной встрече, там, да, соответственно, сделки, а какие слова являлись, наоборот, или выражения, да, являлись тем фактором, который прекратил общение с клиентом. Потом сказать, что гляди, вот твои вот сильные стороны, гляди, вот ты вот эту фразу произносишь, клиент тает. Вот, да, а если вот эту, ты, скорее всего, его потеряешь. Положить ему на стол, и он, соответственно, станет сильнее. Так я понимаю? Да, да. Что для этого надо? Доступ в мою АТС? Смотри, доступ в АТС с самими там голосовыми файлами там, и так далее, чтобы это можно было проанализировать. Дальше мы, допустим, делаем систему, которая выгружает, анализ делает, превращает в какой-то текст структурированный, там, может быть, даже сейчас уже выявлять даже эмоции можно. Ну, как бы это сложнее, чем назад. И дальше это анализирует, прогоняет, выявляет, что было ключевым, что было важным в этом диалоге, что привело к плохому, к хорошему, да, результату. И то есть это все может делать. Да. На основе этого всего еще говорит менеджеру, соответственно, что ты сделал правильно, неправильно, какие сильные стороны и так далее. Сейчас, если раньше, допустим, лет 5 назад даже, можно было сказать, фантастика какая-то из фильма, там, книжки. Сейчас это вот прям практика, можно брать и применять. Это прям здорово. Надо с этого начать. Причем это можно хоть на следующей неделе начать. Сейчас, и причем это стоит достаточно дешево, вот все алгоритмы, нейронки и так далее, вообще копейки. Надо, чтобы проанализировать. Копейки это сколько? Ну, разработка побольше, да. Ну, например, вот этого алгоритма. Вот этот алгоритм, который я описал, который, в принципе, может завтра начать работать. Можно оценку? Ну, я сейчас цифру не скажу, давай посмотрим, посчитаем, но
могу сказать точно, что очень дешево по сравнению с тем, что там лет 10 назад пытались сделать там за какие-то бешеные деньги. Сейчас вообще берешь и делаешь. Там трудозатрат не так много. И вот эти какие-то нейронки, которые там на серверах и так далее в определенных областях. Это не значит, что они заменяют людей, это значит, что они дополняют, помогают быстрее или более точно определить, поставить диагноз, помочь индивидуальный подход подобрать к лечению. Разработка алгоритмов торговых стратегий. Я тут, думаю, подробнее буду затрагивать, потому что это такая хайповая область, не будем в нее глубоко лезть, но там есть действительно ценность также. Предиктивное обслуживание, если кратко, это предсказать и понять, в чем потребность клиента и, соответственно, провести обслуживание. Кибербезопасность и предотвращение угроз. Ну, тут, я думаю, тоже достаточно понятно. Ну, перспективы развития большие за счет новых технологий. И по текущему анализу восприятия организации и лидеров, как вообще бизнесмены, топ каких-то менеджеры крупных компаний воспринимают искусственный интеллект вот последний, ну, буквально в этом году. 71% собственников считают, что искусственный интеллект и машинное обучение позволяют повышать конкурентоспособность, в первую очередь. Дальше у нас в топе это и искусственный интеллект для запуска новых бизнес-направлений с помощью данных. Тут очень активно задействуется подход, когда мы собираем очень много данных по трендам, аналитике, что происходит на рынке, по данным внутри компании во всех базах, там от 1С там, до каждая табличка, все собирается, все срезы, и появляется за счет вот этой анализа данных, статистики и сложного глубокого обучения, да, нейронных сетей, инсайты о таких вещах, которые человеку очень сложно было бы извлечь. Даже там люди с очень большой экспертизой, большим опытом в отрасли не могут уследить за всеми изменениями, которые происходят внутри организации, во внешнем контуре организации, вокруг конкурентов, клиентов и так далее. Здесь за счет того, что железо быстрее, можно посчитать и в формате статистики, в формате каких-то нейронных сетей очень много всего одновременно и определить, какой продукт будет пользоваться спросом, что изменить в продуктах, что изменить в стратегиях, подходах и так далее. То есть это можно динамично встраивать в стратегию и принимать решения, которые было бы сложно принять в таком динамичном формате или вообще никто из управленческой команды, скажем, не заметил бы какие-то изменения на рынке и, соответственно, компания могла бы банкротиться, пропустить какой-то выход нового игрока на рынок и так далее. Ну и ниже тут в общих чертах, да, мнение собственников в среднем, что это важная, искусственный интеллект, важная часть бизнеса, которую нужно сейчас развивать. И тут сложно поспорить, так как когда мы оцифровываем наши процессы, ими легче управлять. Если у нас масштаб больше, это позволяет нам получить больше результатов. На 2-3 людях, да, допустим, какая-то небольшая группа, легко лидеру, скажем, да, понять, что и как сделать в команде, когда у нас речь о тысячах людей, десятках тысяч, заводы, цепочки производственные, у нас, соответственно, много возникает нюансов, которые сложно посчитать человеку. Это, грубо говоря, так же, как развитие. Или ты пытаешься руками копать, у тебя появился лопата, у тебя появился экскаватор. Также здесь у тебя есть только твой мозг, дальше у тебя есть какой-то калькулятор, дальше Excel, и дальше у тебя нейронки позволяют считать в реальном времени и помогать принимать решения быстро. Основные преимущества, которые выделяют сейчас, тут мы остаемся на данных крупных консалтинговых фирм, но
ну, как бы это только часть того, что всплывает на поверхность. На самом деле применение еще масса, и мы об этом еще поговорим. Здесь у нас отмечается упрощение работы и повышение эффективности. В некоторых отраслях получаем плюс 56% прироста эффективности, если правильно подключить уже сейчас. И нет в динамике сейчас какого-то уменьшения, то есть пока это по нарастающей идет. Ну, соответственно, это зависит от вида работы. Понятное дело, что какие-то из задач сложно автоматизировать, какие-то просто, но в текущий момент, да, исторический такой, можно сказать, переломный, в том, что буквально последние пару лет появились технологии, которые позволяют решать какие-то сложные экспертные задачи на уровне действительно почти как человек, чуть выше человека, и какие-то определенные узкие направления лучше человека однозначно. Ну и позволяет искусственный интеллект перейти к новым проектам. Понятно, что больше мы видим возможностей. Буквально там лет 10 назад компьютер мог посчитать очень быстро очень сложные вещи и помогал принимать решения в формате там, посчитать в Excel и быстрее понять какую-то динамику чего-то. Но это было, ну, не было неполноценное принятие решения. Это не возможность доверить компьютеру, сказать, сделай так-то и так-то, и потом уже обсудить этот момент на свете директоров. Как бы смешно вынести что-то, что компьютер сказал, ну, кроме четко обоснованных каких-то цифр, KPI и так далее. А сейчас за счет того, что железо дешевеет, железо быстрее, и новые алгоритмы появляются, которые, ну, там, ученые по всему миру пытаются в гонке США против там, Китая и так далее новые алгоритмы изобрести. Соответственно, есть возможность те задачи, которые были возможны для решения только человеком, решить ну, на уровне искусственного интеллекта. Чтобы конкретно да, говорить, скажем, какие-то вопросы по здравому смыслу, когда ты пытаешься задать какому-то чат-боту, как это было там лет 7 назад, там, допустим, ты ему задаешь какую-то ну, чепуху, тебе ответишь, как правило, да? Ну, если глубже копнуть. Сейчас, по факту, многие задачи со здравым смыслом, где нужно понять, какая причина, какое следствие, и на основе данных сказать, что будет лучше, они намного лучше решаются ну, за счет искусственного интеллекта. Конкретных продуктов сейчас много. Понятно, что все слышали там о ChatGPT и так далее. Это только кусочек от всей этой большой революции, которая сейчас происходит по всему миру. Если рассмотреть динамику да, развития, если в 2020 году становятся доступны инструменты управления проектами на базе искусственного интеллекта, в 2023 инструменты управления проектами на основе искусственного интеллекта получают уже широкое распространение. Мы это видим в разных продуктах. Конечно, больше всего западные, но видно, ну, скажем, да, там последние успехи и у Яндекса, и у Сбербанка, и, ну, это понятно дело, там в других странах, вроде Китая, у них свои независимые разработки. Собственно, здесь динамика связана с тем, что, опять же, железо быстрее и дешевле, новые алгоритмы и так далее. То есть, поскольку люди еще обмениваются информацией достаточно быстро, да, в современном мире, через интернет, и научные исследования в этой области тоже происходят очень быстро. Ну и как по динамике мы можем ну, предсказать, да, высчитать, что там уже инструмент управления проектами с искусственным интеллектом уже, можно сказать, приходит к отраслевому стандарту. Грубо говоря, где-то в формате просто подсказок в инструменте, где-то в этом формате реально ну, серьезной помощи для менеджеров, которые управляют проектами. И 25-й инструмент управления проектами на основе искусственного интеллекта используется в автоматизации процессов. Ну, я не буду даваться больше подробностей, но в целом понятно, все больше и больше процессов можно автоматизировать, тогда как лет 10 назад еще казалось, что фантастика.
Использование для продаж. Автоматизация продаж с помощью искусственного интеллекта. Самые яркие такие точки: захват потенциальных клиентов и сегментация клиентов. Что касается захвата, это умные чат-боты, лидозахватчики там, и так далее, которые внедряются на ваши сайты, разные формы, интеграция с рекламными компаниями, где вы выбираете, кто должен быть вашим клиентом, и легко находите, достаточно дешево привлекаете нового лида в бизнес. Сегментация клиентов – это, скажем так, у вас, если есть большое количество данных, которые вы собираете где-то в CRM по клиентам, где-то там в системе электронной коммерции у вас продажи, допустим, вы можете по тем данным, которые уже у вас есть, много косвенных дополнительных данных еще извлечь. Еще лет 10 назад были случаи, когда подавали в суд на какие-то компании, скажем, там отец девушки сначала начал ругаться, потом уже забил на эту историю, когда реклама пришла для беременных, да, скажем, для девушки. Отец ее возмутился, а потом оказалось, что компания предсказала по ее действиям, по ее покупкам, что для нее эта реклама подходит, и отцу было ругаться, собственно, не о чем. Сейчас даже были ситуации, когда вот эта вот таргетированная реклама, она как-то посылалась в формате более завуалированном, чтобы не было у людей чувства, что за ними следят. Тут уже никуда не деться, автоматически сегментируется по разным маркетинговым сегментам, раскидываются все люди через разные инструменты, где-то вы случайно галочку поставили, нажатые, что да, я хочу отправлять там данные и так далее. Одна система общается с другой системой, эти базы данных, которые собираются, и как бы ты от всего не отказался, все равно где-то ты записан. Анализ клиентов с помощью искусственного интеллекта, получение информации о поведении и предпочтениях клиентов. Это смежная область. Мы можем увидеть по части данных цельный профиль клиента, догадаться о том, какой тип клиента, тип поведения, и, соответственно, более таргетированно действовать в работе с ним. Что-то более удобное обслуживание, предложение подходящего продукта и прочее. И, соответственно, процесс продаж можно оптимизировать, получить информацию клиента, оптимизировать стратегии прогнозирования продаж. Перейдем к таким более конкретным кейсам, которые у нас в практике были. Кейс использования искусственного интеллекта для повышения уровня обслуживания клиентов. По примеру, американская корпорация, да, Citigroup, Citi инвестиционная группа. У них кейс – это обработка больших данных в FX Commodities, собственно, это определение, связанное с инвестициями, в том числе в активы формат commodities, да, там, вплоть до зерна и так далее. И FX – это, собственно, там, что касается портфелей их клиентов с валютными парами. И справа мы вот видим на презентации у нас кейс для компании Aptiv Connected Services. Они тоже большей частью западные, у них США, Канада, в Польше у них есть, в общем, по всему миру. Что вся эта Aptiv представляет? Потому что, простите, мы еще, он на слуху, Aptiv достаточно крупная компания, но в России не так они наслышаны. Aptiv Connected Services у нас внедрение системы предиктивной аналитики. Соответственно, система, что это значит? Да? Мы собираем кучу данных со всех автомобилей, которые у их дочерних клиентов, там какой-нибудь протокол, кто должен быть вашим клиентом, и легко находите, достаточно дешево привлекаете нового лида в бизнес. Сегментация клиентов – это, скажем так, у вас, если есть большое количество данных, которые вы собираете где-то в CRM по клиентам, где-то там в системе электронной коммерции у нас продажи, допустим, вы можете по тем данным, которые уже у вас есть, много косвенных дополнительных данных еще извлечь. Еще лет 10 назад были случаи, когда подавали в суд на какие-то компании, скажем, там отец девушки сначала начал ругаться, потом уже забил на эту историю. Когда реклама пришла для беременных, да, скажем, для девушки, отец ее возмутился, а потом оказалось, что компания предсказала по ее действиям, по ее покупкам, что для нее эта реклама подходит, и отцу было ругаться, собственно, не о чем. Сейчас даже были ситуации, когда вот эта вот таргетированная реклама, она как-то посылалась в формате более завуалированном, чтобы не было у людей чувства, что за ними следят. Тут уже никуда не деться. Автоматически сегментируются по разным маркетинговым сегментам, раскидываются все люди через разные инструменты. Где-то вы случайно галочку оставили, нажатой, что да, я хочу отправлять там данные и так далее. Одна система общается с другой системой, эти базы данных в итоге собираются, и как бы ты от всего не отказался, все равно где-то ты записан. Анализ клиентов с помощью искусственного интеллекта, собственно, это получение информации о поведении и предпочтениях клиентов. Это смежная область. Мы можем увидеть по части данных цельный профиль клиента, догадаться о том, какой тип клиента, тип поведения, и, соответственно, более таргетированно действовать в работе с ним. Что-то более удобное обслуживание, предложение подходящего продуктов и прочее. И, соответственно, процессы продаж можно оптимизировать, получить самую информацию о клиентах, оптимизировать свои стратегии прогнозирования продаж. Перейдем к таким более конкретным кейсам, которые у нас в практике были. Кейс использования искусственного интеллекта для повышения уровня обслуживания клиентов. И по примеру, американская корпорация, да, Citigroup, Citi инвестиционная группа, у них кейс –
это обработка больших данных в FX и Commodities. Ну, собственно, это подразделение, связанное с инвестициями в том числе в активы формат commodities, да, там, вплоть до зерна и так далее. И FX – это, ну, собственно, там, то, что касается портфелей их клиентов с валютными парами. И справа мы вот видим на презентации у нас кейс для компании Aptiv Connected Services. Они тоже большей частью западные, у них США, Канада, в Польше у них есть, ну, в общем, по всему миру. Причем Citigroup писал не только для себя систему, да, но и внедрялись впоследствии вещи, которые мы для них делали, да, например, как White Label, другие банки. Конкретно в деньгах это очень даже явно выражается за счет того, что очень быстро можно посчитать какие-то данные, принять решения, вовремя согласовать со всеми, кто в цепочке принимает решения, и пробить опционы, например, зафиксировать, и какие-то другие моменты. В периоды, когда что-то происходит, какие-то пиковые политические события и так далее, банк выигрывает за счет на рынке, по сравнению с своими конкурентами, реально за один день миллиарды долларов. Это практически реальный кейс. То есть, если сравнить там Citi и Deutsche Bank, например, в каких-то случаях за счет того, что они это не применяют, они попадают на какие-то штрафы из-за того, что неправильные действия совершают, и попадают на штрафы размерами, опять же, миллиарды. А если они применяют, собственно, этот подход более эффективный,
ну, зарабатывают соответствующие суммы там, из кейсов конкретно там, 5 миллиардов долларов и так далее. Чуть подробнее, если копнуть, у нас обработка больших данных, загружаются все портфели клиентов, вся динамика рынка. Внутри на серверах числомолка считает очень сложные какие-то, ну, с искусственным интеллектом, обрабатывает данные, показывает, как шокируется рынок, показывает разные отчеты, показывает результаты анализа. Я не буду давать подробности, там всякие очень сложные математические формулы, там это все внедрялось вместе с учеными на стороне Citigroup, ну, ученые в плане там со степенями кванты сидят, люди, которые считают какие-то вещи, формулы там придумывают и так далее. Соответственно, за счет того, что внедрили в сети технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, автоматизировали сбор и анализ данных, ну, алгоритмы нашей компании, в том числе там другие подрядчики участвовали там, для управления инвестиционными портфелями, внедрили систему, которая определяет момент, когда рынок демонстрирует необычное поведение. И как результат, благодаря внедрению технологии сети значительно сократило время согласования решений с учетом большого массива данных. И кроме того, благодаря системе автоматического определения аномалий сети смог предотвратить многие потенциальные риски своих клиентов возможных убытков. Ну, возможно, тут есть такое, не все понятно, там какие названия, деривативы, там, опционы и так далее. Если будут вопросы, мы разберем. Ну, и если у кого-то прям такой ярко назревший вопрос сейчас, можете прямо задавать, не ожидая вопросов-ответов. Так, ну и... Есть вопрос? Да, конечно. Не про сон, конечно, вопросы. Вот у нас вязаные детские головные уборы. Искусственный интеллект не может проанализировать маркетплейс и найти несколько фотографий топовых продаж, например. Да, смотри, если прямо вот в технологии погружаться, да, как это делается, берется парсинг базы, собирается через, ну, там, напрямую из базы данных какого-то сервера или с клиентских вот этих вот страниц, например, да, какого-то маркетплейса. Собираются большие данные, загружается много всяких картинок, текста и так далее, все в какую-то общую базу. Дальше проводится анализ, и если это просто статистика топовые продукты, это легко сразу вывести без нейронной сети. Если там какой-то более сложный, то это все прорабатывается еще там через нейронные сети, и дальше на выходе у тебя результат. Ты можешь это сделать один раз, а можешь подключить автоматический сбор и постоянно подсказывать, у тебя будет дашборд, такой, показывать картинку тебе, что в приоритете, что самое важное. Ну, соответственно, принимать решение уже, что, куда вы хотите, что пользуется спросом и так далее. Ну и крупные игроки, конечно, это уже применяют, но поскольку сейчас это дешевле делать, не надо миллион, ну, там, миллиард вкладывать в какой-то там суперсервер, можно это сделать совсем просто. Это может делать любая компания фактически сейчас. Ну, там, разного уровня. Так, еще есть какие-то вопросы? Так, ну, тогда следующий пункт. Специально хотел помочь, ну, сейчас для нас самая главная ценность дать. И мы предлагаем для тех, кто в клубе, для друзей клуба бесплатную диагностику перспектив внедрения искусственного интеллекта в бизнесе провести, помочь больше зарабатывать, меньше тратить, соответственно. Разобрать процессы, определить эффективные зоны оптимизации в каждом направлении, возможности для выхода на новые рынки. Ну и перспективный план как-то разработать, поддерживать решения и так далее. Соответственно, у нас тут задача вообще не заработать, там как-то продать какую-то услугу и так далее. Мы хотим, ну, у нас миссия в целом развить это направление, внедрить эти технологии для того, чтобы конечный потребитель получал больше ценностей, для того, чтобы бизнесы по всему миру развивались, ну, в первую очередь, конечно, у нас. И ну, соответственно, буду рад, если нужно будет созвониться, как лично какие-то вещи посоветовать, подсказать. Ну и если какой-то сложный кейс, наши ребята из команды, из компании вам помогут разобрать по косточкам. И, соответственно, для тех, кто в клубе, бесплатно сделаем полный разбор. Так, у нас сейчас по плану вопрос-ответы. Поэтому, кто хочет задать вопрос, можете сразу задавать, поднимать виртуальную руку и так далее. Спасибо. Так, какие-нибудь есть вопросы? Анатолий, может быть? Да, и у меня тут пришло какое-то понимание. Я так понимаю, что любой институт начинается с грамотного анализа данных, чтобы понимать, вот, куда выходить. Я сейчас пришел к выводу, что мне нужно по определенным критериям вот, отсортировать, ну, не отсортировать, а некий анализ, сопряженный с Яндекс.Запросом по компании из там Багит, например. Вот. То есть нужно читать эту робота, я так понимаю. Ваша компания занимает цитаты по поводу этой услуги, да? И цитаты. Вот, я так правильно понимаю. У меня выбор для определенного менеджера, соответственно, по критерию будет он звонки холодные начнет делать более эффективно, потому что он в этом ключе силен. Так я понимаю. Да, в первую очередь, ну, из пустоты мы анализ не проводим, а искусственному интеллекту нужно что-то на входе. Чтобы он правильный ответ давал, нужно давать ему информацию. Соответственно, самое эффективное – это собрать побольше правильной, скажем, да, информации. На самом деле, сейчас вот ключевой момент, что за счет этих умных алгоритмов не обязательно, чтобы вся информация была правильной. Можно собрать кучу разной информации, выявить тренды уже в зависимости между этим, выявить автоматически, что из этого более приоритетно для заданной цели. Ну и, соответственно, после этого уже менеджер могут принимать решения, можно более эффективно строить бизнес. Так, кто-то, может быть, еще хочет вопросы задать? Расул, Александр, Ксения? Смотри, вот я понимаю, конечно, нейронные сети, и вообще с чего начать первые мои шаги, вот, куда, как обратиться, вот, к вам, например, к тебе. Да, можно к нам, если, ну, без привязки там, к нам, да, допустим, как это вообще происходит, важно понять, ну, какие-то смотреть кейсы, да, как это бывает у других конкурентов и так далее, и попробовать какие-то из этих, ну, там, идей сгенерить, что вам может ценность дать в бизнесе, да, и применительно к этому уже пообщаться с экспертами, скажем, да, там, кто там, разработчики, там, машинное обучение, кто. Так сказать, что просто берешь любого программиста, он тебе подскажет, это сложно, потому что не все глубоко погружаются в эти технологии, кто свои узкой ниши делает, ну, не знаком с тем, как там нейронные сети будут работать и так далее. Поэтому лучше всего, конечно, привлекать экспертов, которые уже на этом рынке работают. Но в целом все начинается с того, чтобы понять, проанализировать, какие вообще для компании будут самые действенные решения. Тут даже, что интересно, можно на первом же этапе применять искусственный интеллект. Грубо говоря, если дать ему информацию про компанию достаточно подробную и, ну, прогнать через правильную модель, да, там не просто любой случайный чат-бот, а через правильную модель прогнать и задать, соответственно, вопрос о том, какие самые действенные будут решения, он уже нагенерит много идей, которые действительно будут полезны. Ну, если случайный чат-бот, он какую-то скажет, если правильная модель используется какой правильный алгоритм, то он выдаст по пунктам вот такие-то вещи будут приоритетны, и они будут, ну, с обоснованием, не просто случайно какой-то сгенерированный текст. Ну и лучше, конечно, эксперты, да, но эксперты сейчас во всех областях начинают задействовать в своей работе, поэтому эксперт плюс искусственный интеллект помогут решить, как лучше всего внедрить искусственный интеллект. Вот, например, фабрика резонатора, когда будь ты на моем месте, что бы ты первое, второе сделал?
Тут надо посмотреть динамику там, продаж, какие рынки, куда и как. Это все выгрузить как какой-то формат данных, там, структурированный, просто может текстом. И посмотреть разные, ну, скажем так, стратегии, ну, с искусственным интеллектом да, вместе. Стратегии, что можно изменить, чтобы увеличить там, доход, уменьшить затраты. Это может быть выход на новые рынки, может быть новые какие-то продукты, какие-то другие технологии, формат, там, что скопировать правильно у конкурентов и так далее. И если, ну, применительно к тому, чтобы правильно продукт, например, выпустить, опять же, вот анализ трендов на маркетплейсе может тоже помочь. Это, например, сбор данных по тому, какие есть разные ну, продукты на рынке, да, там, маркетплейса, какие у них статистика, искусственный интеллект, нейронные сети, они прогоняют это, выдают статистику, там, связь между какими-то, ну, скажем, вот как здесь вот на картинке, здесь облако тегов каких-то, да, просто куча текста. Такая же, может быть, да, каждый товар может описаться через кучу таких же тегов. Например, шапка, она розовая, она в такую-то рюшечку, там, и так далее. Эти все моменты, они могут извлекаться из самого текста, они могут извлекаться из картинок, если правильно подключить. То есть картинку искусственный интеллект анализирует, видит, так, там такие-то формы, такой-то, и начинает, так, она цвета розового, она такие-то особенности, у нее какой-то такой стиль и так далее. Это все тоже выгружается как какой-то внутренний текст в базу данных, и от этого уже можно сформировать новые какие-то продукты, которые нет на маркетплейсе, которые будут пользоваться еще большим спросом, потому что, ну, все тренды говорят о том, что вот это сейчас мода идет, там, не знаю, или вот это вот очень хотят, или это очень полезно. Но это очень полезно для вот этого сегмента, для этих мамочек, там, например, у кого-то, для кого-то, потому что, ну, такое целое обоснование можно выстроить, если правильно настроить эту систему. Естественно, это несколько разных там, нейронных сеток, несколько разных просто, ну, скажем, интегрированная CRM-система какой-то, может быть, просто своя какая-то, вот, ну, как софт, где ты кнопку нажал, она загрузила данные конкурентов, показала, что делать дальше, например. Мне понравилась эта история, где дашборд, и он, допустим, не каждый день, можно раз в 2-3 дня собирать нужные мне вот эти показатели и обновлять их. Отлично. Да. Да, соответственно, можно постоянно выгружать эти данные, анализировать и ну, достаточно ну, такие вещи делать, которые раньше никак не сделал бы в ручном режиме, и компьютер бы тоже не мог особо, потому что мощности не хватало. Сейчас всего хватает. Получается, твоя команда поможет мне вот это все выявить и настроить? Или это другая? Да, мы ну, в этом профиле мы помогаем делать ну, такие вещи. Как правило, мы с крупными компаниями работаем, большие там чеки и так далее, но у нас задача не заработать, а помочь там продвинуть бизнес, поэтому мы ну, близко к себестоимости считаем, грубо говоря, там смотрим, что там, какие разработчики, куда и как это все делается. Да. Я пришла. Вот, например, у меня пишут звонки. У меня АТС, как многие, я думаю, да. Есть там менеджер, который делает холодные звонки. Я могу как-то запись подключить в нейросеть, да, и понять, какие слова являются там, ну, такими хорошими, побуждающими успешной встречи, там, да, соответственно, сделки, а какие слова являлись, наоборот, или выражения, да, являлись тем, что тем фактором, который прекратил общение с клиентом. Потом ты думаешь, гляди, вот твои вот сильные стороны, гляди, вот ты вот эту фразу произносишь, клиент тает, вот, да, а если вот эту, ты, скорее всего, потеряешь. Вот ему на стол, и он, соответственно, станет сильнее. Так я понимаю? Да. Что это, доступ к моему ответу? Смотри, доступ в АТС с самими там, голосовыми файлами и так далее, чтобы это можно было проанализировать. Дальше мы, допустим, делаем систему, которая выгружает, анализ делает, превращает в какой-то текст, структурированный, там, может быть, даже сейчас уже выявлять даже эмоции можно. Ну, как бы это сложнее, чем назад. И дальше это анализирует, прогоняет, выявляет, что было ключевым, что было важным в этом диалоге, что привело к плохому, хорошему да, результату. Да. На основе этого всего еще говорит менеджер, соответственно, что ты сделал правильно, неправильно, какие сильные стороны и так далее. Сейчас, если раньше, допустим, лет 5 назад даже, можно сказать, фантастика какая-то из фильма, там, книжки. Сейчас это вот прям практика, можно брать применять. Это прям здорово. Причем это можно хоть на следующий месяц начать. Сейчас, и причем это стоит достаточно дешево, все алгоритмы, нейронки и так далее, вообще копейки, надо чтобы анализировать. Копейки это сколько? Ну, разработка побольше, да. Ну, вот этот алгоритм, который я писал, который, в принципе, может завтра начать работать. Ну, я сейчас не скажу, давай посмотрим, почитаем, но могу сказать точно, что очень дешево по сравнению с тем, что там лет 10 назад пытались сделать там за какие-то бешеные деньги, сейчас вообще дешево делаешь, там трудозатрат не так много, и вот эти какие-то нейронки, которые там на серверах крутятся, они, ну, железо не такое дорогое нужно уже, ну, по текущему рынку. Дешево обходится. Можем конкретно прям взять, посчитать по твоей водной, ну, давай там созвонимся, детальки пропишем и прям посчитаемся. Так, еще какие-то, может быть, вопросы, пожелания? Ну, я вижу, всех впечатлила, скажем, да, там, возможность перспективы искусственного интеллекта, и действительно сейчас все будет меняться, конкуренция будет меняться. Кто не успеет, тот опоздает, а сейчас, к сожалению, динамично достаточно двигается. Ну, я думаю, что можно подвести итог. Действительно, изменения большие. Так, пишут. Да, вопрос у Алекс Фролов. Так, вопрос, слушаю. Так, не вижу в списке камер. Для продажи коттеджного поселка можно использовать, да? Да, можно. Я тут ну, могу сейчас 5 вариантов, наверное, даже сказать, где и как. Для сбора лидов, да? Да, конечно, можно. Тут нужно конкретно смотреть, откуда какие лиды как собираются, да, там сайт, реклама какая-то и так далее. Но применить это точно можно во всех этих плоскостях. Надо смотреть конкретный пример и, ну, прописать, как это будет применяться. Прям, ну, зависит от конкретики, там, что продается, в каком районе и так далее. Можно анализировать, какой спрос, можно правильно таргетировать, собирать лидов, можно, ну, просто, на самом деле, применение вариантов масса, надо найти самый эффективный и прям внедрить в компанию. Если только планируется маркетинг-план, ну, на этапе планирования тоже все нейронки и так далее, они могут активно применяться. Мы загружаем данные по трендам на рынке, загружаем данные по всей ситуации, информацию дополнительно про компанию, ну, все вместе загружаем, скажем, да, основную картинку. И через алгоритм, который прогоняем, можем получить результат вплоть до наброска маркетингового плана, который человек работать надо, вплоть до каких-то расчетов, куда и как, что более эффективно будет. Причем, опять же, железо дешевое, быстрое, можно миллион стратегий посчитать разных и выдать человеку, вот эта стратегия сработает лучше всего. Там, потому и все обоснование, все самые действия будут решения. Он уже нагенерит много идей, которые действительно будут полезны. Ну, если случайный чат-бот, он какую-то чепуху скажет, если правильная модель используется, какой правильный алгоритм, то он выдаст по пунктам вот такие-то вещи будут приоритетны, и они будут, ну, с обоснованием, не просто случайный какой-то сгенерированный текст.
Ну и лучше, конечно, эксперты, да, но эксперты сейчас во всех областях начинают задействовать в своей работе, поэтому эксперт плюс искусственный интеллект помогут решить, как лучше всего внедрить искусственный интеллект. Вот, например, у меня фабрика вязаного трикотажа. Вот, будь ты на Да. моем месте, что бы ты первое, второе сделал бы, например? Тут надо посмотреть динамику там продаж, какие рынки, куда и как. Это все выгрузить как какой-то формат данных, там структурированный, не структурированный, просто, может, текстом. И посмотреть разные, ну, скажем так, стратегии, ну, с искусственным интеллектом, да, вместе. Стратегии, что можно изменить, чтобы увеличить там доход, уменьшить затраты. Это может быть выход на новые рынки, может быть новые какие-то продукты, какие-то другие технологии, формат, там что-то скопировать правильно у конкурентов и так далее. И если, ну, применительно к тому, чтобы правильный продукт, например, выпустить, опять же, вот анализ трендов на маркетплейсах, он может тоже помочь. Это, например, сбор данных по тому, какие есть разные ну, продукты на рынке, да, там, маркетплейсах, какие у них статистика. Искусственный интеллект, нейронные сети, они прогоняют это, выдают статистику, там, связь между какими-то, ну, скажем, вот как здесь вот на картинке, здесь облако тегов каких-то, да, просто куча текста. Такая же, может быть, да, каждый товар может писаться через кучу таких же тегов. Например, шапка, она розовая, она в такую-то рюшечку там, и так далее. Эти все моменты, они могут извлекаться из самого текста, они могут извлекаться из картинок, если правильно нейрон подключить. То есть картинку искусственный интеллект анализирует, видит, так, там такие-то формы, такое-то, и начинает, так, она цвета розового, она такие-то особенности, у нее какой-то такой стиль и так далее. Это все тоже выгружается как какой-то внутренний текст в базу данных, и от этого уже можно сформировать новые какие-то продукты, которых нет на маркетплейсе, но которые будут пользоваться еще большим спросом, потому что, ну, все тренды говорят о том, что вот это сейчас в моду идет, там, не знаю, или вот это вот очень хотят, или это очень полезно. Например, это очень полезно для вот этого сегмента, для этих мамочек, там, например, кого-то, для кого-то, потому что, ну, целое обоснование можно выстроить, если правильно настроить эту систему. Интересно. Естественно, это несколько разных там нейронных сеток, несколько разных просто, ну, скажем, интегрированная CRM-система какой-то, может быть, просто своя какая-то вот, ну, как софт, где ты кнопку нажал, она загрузила данные от конкурентов, показала, что делать дальше, например. Мне понравилась вот эта история, где дашборд, и он, допустим, не каждый день, а можно раз в 2-3 дня собирать нужные мне вот эти показатели и обновляет их. Отлично. Да, да. Да, соответственно, можно постоянно выгружать эти данные, анализировать и, ну, достаточно, ну, такие вещи делать, которые раньше никак не сделал бы ни в ручном режиме, и компьютер бы тоже не помог особо, потому что мощности не хватало. Сейчас всего хватает. Получается, твоя команда поможет мне вот это все выявить и настроить, или это другая компания? Да, мы ну, в этом профиле помогаем делать ну, такие вещи. Как правило, мы с крупными компаниями работаем, большие там чеки и так далее, но у нас задача не заработать, а помочь там продвинуть бизнес, и поэтому мы, ну, близко к себестоимости считаем, грубо говоря, там смотрим, что там, какие разработчики, куда и как это все делается. У меня сейчас И, мысль такая. да, Я включил. Вот, например, у меня пишутся звонки. У меня АТС, как у многих, я думаю, да. Есть там менеджер, который делает холодные звонки. Я могу как-то запись подбежать даже в нейросеть, да, и понять, какие слова являются там, ну, такими хорошими, побуждающими к успешной встрече, там, да, соответственно, сделки, а какие слова являлись, наоборот, или выражения, да, являлись тем фактором, который прекратил общение с клиентом. Потом да, сказать, что мы, гляди, вот твои вот сильные стороны, гляди, вот ты вот эту фразу произносишь, клиент тает. Вот, да, а если вот эту, ты, скорее всего, потеряешь. Положить ему на стол, и он, соответственно, станет сильнее. Так я понимаю? Да, да. Что для этого надо? Доступ в мою АТС? Смотри, доступ в АТС с самими там голосовыми файлами там, и так далее, чтобы это можно было проанализировать.
Дальше мы, допустим, делаем систему, которая выгружает, анализ делает, превращает в какой-то текст структурированный, там, может быть, даже сейчас уже выявлять даже эмоции можно. Ну, как бы это сложнее, чем назад. И дальше это анализирует, прогоняет, выявляет, что было ключевым, что было важным в этом диалоге, что привело к плохому, к хорошему, да, результату. И то есть это все может делать. Да. На основе этого всего еще говорит менеджеру, соответственно, что ты сделал правильно, неправильно, какие сильные стороны и так далее. Сейчас, если раньше, допустим, лет 5 назад даже, можно было сказать, фантастика какая-то из фильма, там, книжки. Сейчас это вот прям практика, можно брать и применять. Это прям здорово. Надо с этого начать. Причем это можно хоть на следующей неделе начать. Сейчас, и причем это стоит достаточно дешево, вот эти все алгоритмы, нейронки и так далее, вообще копейки. Надо, чтобы проанализировать. Копейки это сколько? Ну, разработка побольше, да. Ну, например, вот этого алгоритма. Вот этот алгоритм, который я описал, который, в принципе, может завтра начать работать. Можно оценку? Ну, я сейчас цифру не скажу, давай посмотрим, посчитаем, но могу сказать точно, что очень дешево по сравнению с тем, что там лет 10 назад пытались сделать там за какие-то бешеные деньги. Сейчас вообще берешь и делаешь. Там трудозатрат не так много. И вот эти какие-то нейронки, которые там на серверах где-то крутятся, они, ну, железо не такое дорогое нужно уже, ну, по текущему рынку. Дешево обходится. Просто, на самом деле, применение вариантов масса, надо найти самый эффективный и прям внедрить в компанию. Что только если только планируется маркетинг-план. Ну, на этапе планирования тоже эти все нейронки и так далее, они могут активно применяться. Мы загружаем данные по трендам на рынке, загружаем данные по всей ситуации, информацию дополнительную про компанию, про, ну, все вместе загружаем, скажем, да, основную картинку. И через алгоритм, когда прогоняем, можем получить результат вплоть до наброска маркетингового плана, который человеку доработать надо, вплоть до каких-то расчетов, куда и как, что более эффективно будет. Причем, опять же, железо дешевое, быстрое, можно миллион стратегий просчитать разных и выдать человеку, вот эта стратегия сработает лучше всего. Там, потому, и все обоснование, все прописать. Поэтому во всем этом можно применить. Можно прям конкретно разобрать и, ну,
посчитать, как это происходит. Сейчас ну, достаточно ценные результаты, да, выхлоп в любом случае получается намного больше, чем затрат на то, чтобы это внедрить. Так, а можно примеры ваших кейсов и так, и сайт ваш. Наш сайт я сейчас напишу в чат. Так, и там же примеры кейсов можно увидеть. Там подробнее могу еще что-то рассказать, да, там, ну, вот примеры были, как мы внедряли для Aptiv, например. Ну, на сайте достаточно подробно все написано, там примеры, где мы мобильную разработку делали, облачные, где искусственный интеллект, там машинное обучение и так далее. Так, я думаю, в целом основные пункты мы разобрали. Будем подводить итог, завершать. Всем большое спасибо, кто проявил интерес. Я знаю, что наше сообщество, ну, все включают самых сильных, самых крутых предпринимателей, и ну, явно именно наше сообщество будет на острие вот этих всех новых трендов и будет внедрять, захватывать все рынки. И, ну, если сравнить с конкурентами, конечно же, у нас все будет самое-самое. Так что давайте на этой хорошей ноте завершаем. Спасибо всем. Спасибо, Тимофей, что делишься. Понятное дело, что мы не совсем понимаем, что с этим делать, но я думаю, с твоей помощью мы здесь разберемся. Да. Поможем всем, разберемся. Спасибо. Спасибо за эфир. Всего доброго.